Когда-нибудь задумывались, что делает некоторых мужчин незабываемыми в постели, в то время как другие остаются незамеченными? Ответ в уверенности. Тихая, сильная и искренняя уверенность. Это не только знание того, что делать, это то, как вы это делаете, как вы выражаете себя и как адаптируетесь к моменту. Потому что настоящая уверенность ощущается, ее можно почувствовать, и именно это сводит с ума любую женщину. Это не путь для слабаков, и если вы здесь, значит, вы ищете что-то большее, чем поверхностное. Сегодня мы рассмотрим 5 позиций, которые излучают уверенность и делают вас совершенно неотразимым в постели. С каждым пунктом я хочу, чтобы вы задумались, спрашивали себя, передаете ли вы эти качества. Если нет, это ваша возможность улучшиться. Вы можете помочь каналу набрать больше подписчиков, просто оставляя комментарии под видео. Это может быть что угодно – мнения, вопросы, предложения. Чем больше вы комментируете, тем больше возможностей у канала для роста. Так что активно участвуйте, оставляйте свои комментарии внизу, и кто знает, возможно, вы получите приз от меня. Присоединяйтесь к нашему клубу участников и наслаждайтесь эксклюзивным контентом, который поможет вам улучшить ваши навыки и отношения уникальным образом. Как член, вы получите доступ к приватным видео, продвинутым советам и возможности напрямую взаимодействовать с нами. Не упустите этот шанс, станьте участником сегодня и поднимите свой опыт на новый уровень. Номер 1. Как излучать уверенность, не произнося ни слова. Настоящая уверенность проявляется без слов. Это то состояние, быть на месте, которое вы излучаете с момента, когда входите в помещение. Представьте, что вы входите в комнату, и, не открывая рта, она уже знает, что вы человек, уверенный в себе. Вот насколько мощно ваше присутствие. В интимной обстановке не нужно заполнять тишину объяснениями или ненужными комментариями. Вместо этого нужно контролировать каждое движение, каждый жест и демонстрировать своим языком тела, что вы знаете, что делаете. Это передача уверенности с каждым взглядом, каждым шепотом и каждым прикосновением. Чтобы излучать эту уверенность, начните практиковать прямую и расслабленную осанку, двигайтесь медленно и целенаправленно. Если вы входите в интимную обстановку в спешке или с неуверенностью, это заметно. Поэтому замедлитесь и позвольте ей почувствовать ваше присутствие. Уверенность не навязывается, она передается, и когда она ее ощущает, притяжение становится мгновенным. Номер 2. Важность инициативы и тонкого руководства. Здесь речь идет не о том, чтобы быть агрессивно доминирующим, а о том, чтобы знать, когда взять на себя инициативу и как это сделать. Настоящий уверенный в себе мужчина не боится вести момент, он понимает, что многие женщины хотят, чтобы их спокойно и тонко направляли. Ключ в том, чтобы знать, когда сделать следующий шаг и заставить ее чувствовать себя уверенно и комфортно на каждом этапе. Взять инициативу может быть так же просто, как предложить следующий шаг, но так, чтобы она не чувствовала давления. Когда вы ведете, вы показываете, что знаете, чего хотите, но также учитываете ее реакции. Слушайте, наблюдайте и находите этот баланс между руководством и предоставлением ей пространства для самовыражения. Такой вид инициативы не требует силы, он требует лишь убежденности. Позвольте ей почувствовать, что она может доверять вам и вашей способности вести момент, и она расслабится, позволяя желанию течь. Номер 3. Как использовать зрительный контакт для демонстрации контроля и желания. Взгляд – это безмолвный и мощный язык. Длительный зрительный контакт передает уверенность, желание и доверие так, как ни одно слово не сможет. Неуверенные мужчины отворачиваются или избегают длительного зрительного контакта, но вы, если хотите излучать эту уверенность в постели, должны практиковать искусство взгляда. Смотрите глубоко, не вызывая дискомфорта, но поддерживайте связь. Она немедленно это почувствует. Хитрость заключается в том, чтобы знать, когда это делать. Когда вы собираетесь приблизиться, удерживайте ее взгляд на секунду дольше, и вы увидите, как ее желание возрастает от вашего интереса, внимания и уверенности. Вы не пытаетесь впечатлить ее, а делаете так, чтобы она почувствовала, что вы действительно ее желаете. Этот интенсивный взгляд – это тонкая игра власти, и если вы овладеете ею, она не сможет устоять.
В следующий раз, вместо того, чтобы отвлечься, задержите напряжение немного дольше, вы увидите, как ощущение абсолютного контроля становится ощутимым в моменте. Номер 4. Ключ к тому, чтобы быть уверенным, но нежным в каждом движении. Уверенность в каждом прикосновении, в каждом ласке передает внутреннюю силу, которую большинство мужчин недооценивает. Быть уверенным не означает быть жестким или грубым, это означает знать, что вы делаете, двигаться контролируемо и без колебаний. И вот здесь приходит баланс, уверенный мужчина знает, как быть уверенным и в то же время нежным. Она чувствует это в каждом прикосновении и каждом движении. Она не хочет, чтобы вы были хрупким, но и не хочет чувствовать, что вы теряете контроль. Например, при прикосновении к ее коже избегайте резких движений. Вместо этого выбирайте плавные, но уверенные ласки. Это не только показывает, что вы решительный мужчина, но и что у вас есть чувствительность, которую немногие могут освоить. Мужчина, который умеет быть уверенным и нежным одновременно, говорит женщине, что она может доверять ему. Поэтому в следующий раз наблюдайте за ее реакциями и корректируйте свое прикосновение так, чтобы оно было уверенным и нежным. Номер 5. Техники для поддержания спокойствия и контроля в любой момент. Спокойствие – это важный компонент истинной уверенности. Неважно, что происходит, уверенный в себе мужчина знает, как сохранять спокойствие и контроль над ситуацией. Это включает в себя и неожиданности. Вместо того, чтобы потерять ритм или вести себя нервно, мужчина, сохраняющий контроль, становится центром ее внимания. Это спокойствие передает ей уверенность, потому что она понимает, что с вами нет спешки, нет неуверенности, и это то, чего женщины глубоко желают. Одна из техник для поддержания этого спокойствия – глубоко дышать и сосредотачиваться на моменте. Не думайте о том, что будет потом, и не беспокойтесь о том, соответствуете ли вы ожиданиям. Сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться, и эта энергия передастся. Когда вы сохраняете спокойствие, вы можете лучше адаптироваться к каждой ситуации и показать ей, что вы контролируете все. В следующий раз, когда что-то пойдет не так, как вы ожидали, просто дышите и сохраняйте самообладание. Вы увидите, как эта стабильность и самоконтроль станут более привлекательными. Номер 6. Как быть смелым и дерзким, не переходя границы. Смелость – это необходимое качество, но оно работает только тогда, когда применяется с умеренностью и уважением. Быть дерзким, не переходя границы – это искусство, которое мало кто осваивает. Смелость без уверенности – это бессмысленная провокация, но когда вы знаете, как намекнуть и приблизиться, не надавливая, она почувствует ту искру волнения, которую желает. Это означает уметь читать ее реакции и регулировать уровень вашей дерзости, не оказывая на нее давления. Чтобы достичь этого, постарайтесь слегка бросить ей вызов. Например, игривый комментарий или взгляд, который намекает на большее, чем сказано, может разжечь напряжение. Речь идет о том, чтобы быть смелым так, чтобы она чувствовала, что вы флиртуете, но не давите на границы. Эта тонкость заставляет ее хотеть большего. Номер 7. Атмосфера «быть на месте», как она чувствует вашу уверенность. Истинная сила уверенности ощущается в том, как вы посвящаете себя моменту. Быть действительно на месте означает быть сосредоточенным, внимательным и полностью погруженным в опыт с ней. Это не только слушать, но и чувствовать каждую секунду, каждое движение и каждую эмоцию. Когда мужчина действительно присутствует, он это излучает в каждом взгляде, каждом жесте, и она сразу это замечает. Чтобы достичь этого состояния, отключите все отвлекающие факторы, уберите посторонние мысли и сосредоточьтесь только на ней. Это создает глубокую связь, которая выходит за пределы физического и превращается в эмоциональный опыт. Уверенность, которую она ощущает, исходит из вашей способности заставить время казаться остановившимся, чтобы оба были там, разделяя момент без отвлечений. Номер 8. Как передавать уверенность через ритм и такт. Уверенность ощущается не только в том, что вы делаете, но и в том, как вы это делаете. Ритм и такт играют ключевую роль в том, как она воспринимает вашу уверенность. Мужчина, контролирующий свой ритм и умеющий поддерживать стабильный и уверенный контакт, излучает образ человека с полным самоконтролем. Поэтому сосредоточьтесь на своем ритме, медленном, уверенном и равномерном.
Такт должен быть мягким, но с присутствием. Когда вы спешите или резко меняете ритм, она почувствует отсутствие контроля. Но если вы поддерживаете стабильный и размеренный ритм, каждое движение даст ей чувство уверенности и желания. Сохраняйте спокойствие в своем ритме и позвольте ей почувствовать каждую секунду с вами. Номер 9. Сила уверенных шепотов. Как возбудить ее без усилий. Голос – это инструмент соблазнения, который немногие мужчины используют правильно. Уверенный шепот в нужный момент может пробудить чувства, которые слова в обычном тоне не смогут. Используйте силу шепотов, чтобы передать уверенность и желание. Вам не нужно много говорить, просто тщательно выбирайте, что сказать, и держите это кратким. Когда вы шепчете с уверенностью, она почувствует этот контроль и уверенность, и притяжение мгновенно возрастет. Практикуйте уверенное произнесение, без нервозности, передавая то контролируемое желание, которого она ожидает. Уверенный шепот в нужный момент может стать триггером незабываемого опыта. Номер 10. Как научиться адаптироваться к ее реакциям и сохранять уверенность. Не менее важно – это способность адаптироваться. Уверенный в себе мужчина не цепляется за одну единственную форму поведения, он гибкий и умеет подстраиваться. Это требует наблюдения за каждой ее реакцией, каждым ответом и корректировки своего подхода в зависимости от момента. Уверенность проявляется в умении импровизировать и не терять самообладание. Это показывает, что вы чувствительны к ее желаниям и потребностям и не застряли в одном способе действия. Быть адаптивным говорит ей, что вы человек, которому она может полностью доверять. В следующий раз наблюдайте, как она реагирует на каждое ваше движение, и адаптируйте свое поведение с уверенностью и гибкостью. Вот где заключается истинная сила соблазнения. Продолжим с видео, но прежде, если вы дошли до этого момента, мой дорогой, оставьте комментарий ниже с словом 100% или чем-то подобным, чтобы дать знать, что вы узнали что-то из видео до сих пор. Для получения более интересных тем подписывайтесь на канал, ставьте лайк на видео и делитесь им позже. Как быть доминирующей и сенсуальной в постели, что им нравится. Когда мы говорим о том, чтобы быть доминирующим в постели, мы не имеем в виду грубое навязывание или агрессивное поведение. Напротив, истинная соблазнительность в доминировании заключается в идеальном сочетании силы и мягкости, в умении вести, не запугивая, в том, чтобы она почувствовала контроль незаметно, и это, мой друг, искусство. Это искусство не для каждого, оно предназначено для тех, кто готов узнать, что действительно сводит женщин с ума. Если вы готовы стать тем мужчиной, который знает, как довести ее до предела и заставить ее полностью поддаться желанию, тогда обратите внимание, потому что это может изменить вашу интимную жизнь навсегда. Номер 1. Как сбалансировать силу и мягкость, чтобы пробудить желание. Начнем с одного из самых важных ключей – баланса между силой и мягкостью. Настоящий доминирующий мужчина знает, когда быть настойчивым, а когда применить мягкость в нужный момент. Если вы примените слишком много силы, это может сделать ее некомфортной, если вы будете слишком мягким, она может не почувствовать искры желания, исходящей от ощущения подчинения. Каков ключ? Измерите каждое прикосновение, каждую ласку, и заставьте ее почувствовать, что вы контролируете как свои движения, так и момент. Попробуйте что-то простое, начните с уверенного прикосновения, которое демонстрирует вашу уверенность, а затем смягчите его, глядя ей в глаза. Этот контраст создаст смесь удивления и желания, которой она не сможет сопротивляться. Истинный соблазн не в грубой силе, а в доминировании, которое знает, когда остановиться и когда двигаться с тонкостью. Номер 2. Техники для того, чтобы быть доминирующим, не казаться агрессивным. Быть доминирующим не означает быть агрессивным. Агрессия противоположна тому, что она ищет в мужчине, который заставит ее чувствовать себя желанной и в безопасности одновременно. Как этого достичь? Ключ в отношении – вы должны передавать твердость в своих жестах, но всегда с взглядом и выражением, которые дают ей понять, что она полностью в безопасности с вами. Доминирование – это ведение с убежденностью, и это не требует излишней силы. Когда вы ее касаетесь, делайте это уверенно, но избегайте резких или поспешных движений. Доминирующий мужчина знает, что каждое движение должно быть продуманным, передавая спокойствие и контроль.
Дайте ей понять, что вы можете справляться с ситуацией с уверенностью, не навязывая агрессивно. Вот в чем секрет, чтобы она отдалась без оговорок. Номер 3. Как использовать тон голоса, чтобы вести и возбуждать одновременно. Ваш голос – это мощный инструмент, который, когда используется правильно, может поднять желание на новый уровень. Когда вы говорите, используйте низкий и контролируемый тон, тот, который не требует крика, чтобы быть замеченным. Ваш голос должен передавать уверенность и желание одновременно. Давая инструкции или направляя ее, делайте это так, чтобы это возбуждало ее и заставляло чувствовать, что вы абсолютно уверены в каждом слове, которое произносите. Попробуйте сказать что-то простое, например, «хочу, чтобы ты подошла» или «смотри мне в глаза», с паузой и уверенностью в голосе. Не обязательно говорить много, но каждое слово, которое вы произносите, должно передавать смесь желания и контроля. Именно в тоне и паузах заключена ваша сила, чтобы разжечь ее желание, заставляя ее делать именно то, что вы хотите, не оказывая давления. Номер 4. Важность уверенного лидерства и внимательности к ее сигналам. Лидировать в постели не означает игнорировать то, что она хочет или чувствует. Напротив, настоящие доминирующие мужчины знают, что для ведения необходимо быть внимательным к сигналам, которые она посылает. Наблюдайте за ее выражениями, дыханием, движениями и корректируйте свой подход в зависимости от того, что ей нужно в каждый момент. Когда вы внимательно ее слушаете, она чувствует заботу и легче отдается. Лидер в интимности знает, что каждая ее реакция – это руководство. Если она открыта, продолжайте, а если она некомфортно себя чувствует, меняйте ритм. Истинная уверенность не заключается только в лидерстве, но и в том, чтобы быть достаточно присутствующим, чтобы адаптироваться к каждому сигналу и убедиться, что момент также приятен для нее, как и для вас. Номер 5. Как быть сенсуальным и доминирующим – ключ к идеальному балансу. Баланс между сенсуальностью и доминированием – один из секретов, который отделяет обычного любовника от незабываемого. Быть доминирующим без сенсуальности неполноценно, а быть только сенсуальным может привести к поверхностной связи. Но когда вы комбинируете оба аспекта, вы создаете атмосферу, где она чувствует себя полностью желанной и одновременно доведенной до состояния абсолютного подчинения. Обратите внимание на свои ласки, движения и на то, как вы шепчете. Каждый жест должен содержать элемент сенсуальности, заставляя ее чувствовать, что это не просто момент страсти, а встреча, где каждая секунда пропитана желанием и притяжением. Это тот баланс, который сводит с ума женщину и заставляет ее полностью отдаться. Номер 6. Стратегии для создания ожидания и заставления ее поддаться вашим желаниям. Ожидание – это мощный инструмент, который уверенные мужчины знают, как использовать. Не давайте ей все сразу, вместо этого создавайте ожидание. Заставьте ее желать следующего движения, следующего прикосновения, следующего шепота. Ожидание усиливает желание, делает каждую секунду значимой и превращает встречу в незабываемый опыт. Попробуйте приблизиться и остановиться прямо перед поцелуем. Наблюдайте за ее реакциями, ее сдержанным желанием. Отложите момент всего на 1 секунду. Ожидание позволяет ей испытать желание на пике, и каждый ваш жест заставляет ее поддаваться понемногу. Номер 7. Как использовать руки, чтобы показать силу и нежность одновременно. Ваши руки – это продолжение вашей уверенности, и умение их использовать – ключ к доминированию в постели. Дело не только в том, чтобы касаться, а в том, чтобы знать, как одновременно передавать силу и нежность. Уверенное прикосновение к ее талии, нежное скольжение по ее шее – эти жесты говорят ей, что вы контролируете ситуацию, но также можете быть нежным и заботливым. Каждая ласка должна быть намеренной. Позвольте ей почувствовать, что ваши руки передают как желание, так и уважение. Этот баланс позволяет ей чувствовать себя желанной без оговорок, и это то, что заставит ее хотеть большего. Мужчина, который знает, как использовать свои руки, это человек, который никогда не останется незамеченным. Номер 8. Искусство давать тонкие инструкции, которые заставляют ее чувствовать себя желанной. Сила хорошо поданной инструкции неописуема. Когда вы даете тонкое указание, вы берете под контроль ситуацию, но так, чтобы она чувствовала себя желанной и ценимой.
Вам не нужно быть эксплицитным, достаточно прошептать «хочу, чтобы ты посмотрела на меня» или «сделай так» в нужный момент. Тонкие инструкции создают игру власти, которая заставляет ее чувствовать себя направляемой, показывая ей, что вы знаете, что делаете, и одновременно она чувствует себя желанной на каждом шагу. Это не просто указание того, что ей нужно делать, а создание ощущения, что каждая инструкция – это проявление вашего желания к ней. Номер 9. Как заставить ее чувствовать себя в безопасности, пока вы погружаетесь в игру доминирования. Истинное доминирование в постели не состоит в том, чтобы заставить ее чувствовать себя подчиненной, а в том, чтобы она чувствовала себя в безопасности каждую секунду. Ваша задача – излучать ту уверенность, которая позволяет ей расслабиться и отдаться вам. Она должна знать, что, независимо от того, насколько интенсивным будет момент, вы здесь, на месте, и не пересечете ни одной границы. Эта уверенность позволит ей открыться как эмоционально, так и физически. Дело не только в том, чтобы заставить ее чувствовать себя желанной, но и в том, чтобы продемонстрировать, что с вами она может быть уязвимой, потому что знает, что вы способны вести и заботиться о ней. Это основа доминирующего соблазнения – сделать так, чтобы она отдалась без оговорок, зная, что находится в руках того, кому может полностью доверять. Номер 10. Секреты. Как быть доминирующим, игривым и привлекательным. Помните, что доминирование не всегда должно быть серьезным, оно также может иметь игривый оттенок. Игривая сенсуальность – это то, что женщины обожают, потому что она разрывает напряжение и добавляет ощущение близости. Иногда озорная улыбка или шутка в нужный момент могут усилить момент так, как это не сможет сделать почти ничего другое. Быть доминирующим не означает, что вы не можете смеяться или наслаждаться мелочами. Эта игривость показывает, что вы уверенный в себе мужчина, который знает, как доминировать, не пугая, и который наслаждается каждым мгновением вместе с ней. Эти 10 ключей – это только начало искусства быть доминирующим и сенсуальным в постели. В следующий раз, когда вы окажетесь в интимном моменте, подумайте о том, как применить каждый из этих пунктов, как сделать так, чтобы она чувствовала себя в безопасности, желанной и полностью отдавшейся вашей воле. Это игра власти, но также и чувствительности, соединения и создания момента, который она никогда не забудет. Вы готовы стать тем мужчиной, который знает, как взять контроль и разбудить в ней самое глубокое желание? 7 ошибок, которые убивают желание, и как их избежать. Желание – это огонь, который зажигается в уме и теле, но недостаточно просто его зажечь, нужно знать, как его поддерживать. Часто мужчины совершают ошибки, которые постепенно гаснут эту искру, пока страсть и связь не превращаются в монотонность. Если вы здесь, значит, вы не хотите быть одним из этих мужчин, вы хотите понять, как избежать самых распространенных ошибок, которые убивают желание, и убедиться, что каждый момент близости будет запоминающимся. Обратите внимание, потому что каждый пункт здесь имеет потенциал изменить вашу интимную жизнь. Номер 1. Как отсутствие уверенности может погасить искру в интимности. Уверенность – это основа всего, и когда ее не хватает, желание уходит. Без уверенности в себе ваши движения неуклюжи, ваши слова запинаются, и вместо того, чтобы излучать уверенность, вы передаете сомнения. Хотите, чтобы она видела вас как мужчину, который знает, что делает? Тогда работайте над своей уверенностью, потому что, когда вы сомневаетесь в себе, она тоже это чувствует. Помните, женщины замечают каждое движение и каждое сомнение. Каждый взгляд, который вы избегаете, и каждое слово, сказанное с неуверенностью, становится барьером для желания. Когда-нибудь вы были в ситуации, когда чувствовали себя не на месте? Это неловкость, последнее, что вы хотите транслировать в интимный момент. Поэтому, прежде чем подойти, работайте над своей самооценкой. Узнайте себя, откройте свои сильные стороны и покажите их без страха. Уверенность тиха и мощна, и когда вы ее излучаете, она это почувствует и отдастся моменту. Номер 2. Ошибки в коммуникации, которые разрушают желание, и как их исправить. Коммуникация – это не только социальный навык, это основополагающий в интимности. И я не имею в виду безостановочно говорить, а уметь передавать то, что вы чувствуете, что вы хотите и что ей нужно. Мужчины, которые молчат,
не говорят о том, чего хотят, или не умеют читать знаки, в конечном итоге угасают желания. Хотите избежать этой ошибки? Учитесь слушать, наблюдать и выражать свои чувства. Не бойтесь спрашивать, нравится ли ей что-то, или прошептать, что вы хотите сделать. Коммуникация – это не слабость, это проявление уверенности. Мужчины, которые умеют говорить и слушать, делают каждый момент особенным, потому что создают атмосферу доверия и близости. Номер 3. Почему спешка – худший враг удовольствия и как ее избежать? Одна из самых больших ошибок, убивающих желание, это спешка. Мы живем в мире спешки, но желание и удовольствие не работают по той же логике. Если вы хотите, чтобы она чувствовала себя желанной, учитесь наслаждаться моментом, тратить время. Тревога о том, чтобы достигнуть конца, разрушает путь, а именно на этом пути и строится желание. Когда вы спешите, у нее создается впечатление, что вас интересует только финал, и это убивает эмоциональную связь. Дайте время, чтобы желание развивалось. В медлительности истинное удовольствие, в каждой секунде, которая растягивается, в каждом прикосновении, которое задерживается. Если вы научитесь тратить время, она почувствует, что вы уделяете ей все внимание, и желание вырастет как никогда. Номер 4. Как отсутствие креативности ведет к монотонности и как разорвать этот цикл. Монотонность – это тихий убийца желания. Когда каждый интимный момент одинаков с предыдущим, она начинает терять интерес, и то, что раньше было захватывающим, превращается в рутину. Если вы действительно хотите поддерживать желание живым, вам нужно выйти из своей зоны комфорта и осмелиться исследовать. Креативность не означает делать что-то экстравагантное, а уметь адаптироваться, пробовать что-то новое, удивлять ее. Меняйте обстановку, попробуйте другую музыку или даже введите небольшую игру, которая понравится вам обоим. Ключ в том, чтобы каждая встреча была уникальной, чтобы она не знала, чего ожидать, и так ее интерес останется живым. Не недооценивайте силу креативности для возрождения желания. Номер 5. Важность того, чтобы не быть слишком угодливым, сохранять тайну. Быть угодливым кажется хорошей идеей, но когда вы доводите это до крайности, вы теряете загадку, и вместе с ней – желание. Женщинам нравится чувствовать себя ценными, но им также нравится вызов, ощущение, что в вас все еще есть что-то, что нужно открыть. Если вы слишком угодливы, вы теряете этот загадочный шарм и становитесь предсказуемым. Ключ в том, чтобы всегда сохранять некоторую независимость, иметь свои собственные мнения и не быть всегда доступным для нее. Речь не идет о том, чтобы игнорировать ее, а о том, чтобы показать, что у вас есть свой мир, свои увлечения. Этот баланс между тем, чтобы быть рядом и одновременно сохранять некоторую загадку, делает женщину заинтересованной и желающей узнать вас еще лучше. Номер 6. Жесты, которых следует избегать, чтобы не выглядеть неуверенным в постели. Неуверенность проявляется в мелких жестах, и они могут быть разрушительными для желания. Постоянно смотреть в сторону, скрещивать руки, нервно смеяться. Эти жесты указывают на то, что вы не контролируете ситуацию, и когда она ощущает эту неуверенность, теряет интерес. Хотите излучать уверенность? Тогда контролируйте свой язык тела. Смотрите ей в глаза, держите открытую позу, следите за своими движениями. Уверенность не проявляется в словах, а в каждом жесте. Когда вы управляете своим языком тела, она это чувствует, и желание усиливается, потому что она знает, что рядом с тем, кто знает, что делает. Номер 7. Как избежать отсутствия синхронизации, которая может испортить момент. Синхронизация необходима для того, чтобы желание текло без прерываний. Когда один движется в одном ритме, а другой – в совершенно другом, связь теряется. Это не означает, что вам нужно угадывать каждое ее движение, а учиться читать ее сигналы, чувствовать ритм, который вы оба разделяете. Интимный момент должен быть как танец, где оба находятся в гармонии. Если вы заметили, что она движется медленнее, следуйте за ней. И если вы чувствуете, что она ищет что-то более интенсивное, следуйте за ней в этом направлении. Синхронизация – это способность адаптировать свой ритм к ее, и когда вы достигаете этого, желание превращается в уникальный опыт для вас обоих.
Номер 8. Ошибки в ритме, которые гасят желание, и как их исправить. Ритм – один из самых важных элементов интимности. Когда мужчина слишком быстр или слишком медлителен в неверное время, желание разрушается. Учитесь регулировать свой ритм и чувствовать, что требуется момент. Дело не в том, чтобы всегда идти медленно или всегда быстро, а в том, чтобы найти баланс, который поддерживает интерес. Наблюдайте за ее реакциями, чувствуйте ее дыхание, слушайте ее тело. Мужчина, который умеет управлять ритмом, контролирует ситуацию, и это пробуждает желание так, как немногие вещи могут. Ключ в том, чтобы варьировать ритм, поддерживать ее интерес и никогда не быть предсказуемым. Номер 9. Как управлять ожиданиями и избегать разочарований в интимности. Ожидание – это опасная территория. Если она ожидает чего-то, чего не происходит, желание может угаснуть. Учитесь управлять ее ожиданиями и не обещать того, что не можете выполнить. Лучший способ избежать разочарований – быть честным и ясным как с собой, так и с ней. Не пытайтесь впечатлить чем-то, чего вы не можете или не хотите сделать. Иногда лучше удивить ее чем-то неожиданным, чем обещать что-то, что находится за пределами ваших возможностей. Помните, ключ в создании реальных моментов в том, чтобы показать себя таким, какой вы есть, и не создавать ожиданий, которые могут быть разрушены и убить желание. Номер 10. Стратегии для преодоления недостатка уверенности и повышения своей уверенности. Наконец, вернемся к исходному пункту – уверенность. Если вы чувствуете, что не дотягиваете или что вам не хватает уверенности, не переживайте, это то, над чем можно работать. Уверенность не появляется за одну ночь, но каждый шаг, который вы делаете, чтобы ее улучшить, приближает вас к тому мужчине, которым вы хотите быть. Начните с признания своих сильных сторон, сосредоточьтесь на своих достижениях и позвольте этим моментам наполнить вас уверенностью. Уверенность – это привычка, отношение, которое строится и, когда укрепляется, трансформирует то, как вас видят другие. Работайте над собой, и желание станет естественным результатом этой уверенности. Эти ошибки – это тихие убийцы желания, которые могут сделать интимность безжизненной. Хорошая новость в том, что вы можете их избежать, и когда вы это сделаете, вы откроете уровень связи и желания, который немногие мужчины могут испытать.